Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Насыщенный марафон показов недели моды в Париже открывает бренд Christian Dior, традиционно устроив грандиозную презентацию коллекции осень-зима 2025-2026. Несмотря на многочисленные разговоры об уходе Марии Грации Кюри с поста креативного директора, она остается на должности и продолжает творить историю дома. Отмахиваясь от слухов, как от пылинок с лацкана пиджака, дизайнер задает творческой команде буквально стахановский темп работы и пытается превзойти себя в креативных решениях. Модное шоу больше напоминало театральную постановку с фантастическим содержанием. На подиуме словно запустили машину времени. Началом спектакля, со слов автора, послужил момент поэтического покоя, когда в полумраке девушка-модель располагается на качелях. В целом сценография шоу оказалась уж очень сюрреалистической, будто кто-то получил доступ к той самой машине времени, нажал слишком много кнопок одновременно и совершил аварийную посадку где-то в доисторической эпохе. Ледяные скалы, покрывающие подиум, парящие над сценой каменные глыбы и летающий птеродактиль, столбы дыма и потоки лавы, умелая игра со светом погрузили зрителей в мистическую атмосферу юрского периода. Хотя сама коллекция по содержанию колебалась скорее между барочным романом и шекспировской драмой. Ведь вдохновением к созданию образа модной линейки послужил экспериментальный роман «Орландо» британской писательницы Вирджинии Вульф. Опубликованный еще в 1928, он оказался тогда радикальным и совершенно новаторским. В его основе идея гендерной текучести и эволюции личности. Главный герой становится свидетелем смены нескольких эпох. Его жизнь растянулась более чем на 300 лет. Причем первую половину срока Орландо проживает мужчиной, а вторую – женщиной. Новая коллекция Dior в трактовке Кюри – это по сути о том, каким тебя видят и как ты себя чувствуешь. Здесь грубые элементы маскулинного гардероба сочетаются с нежным женственным кружевом, дополняются романтическими рюшами. Здесь прошлое встречается с настоящим и нет никаких строгих рамок, а лишь предложение самим решать, какой стиль ближе именно вам. Мария Грация обожает историю моды и всегда обращает внимание на то, как определенные вещи меняли свою форму на протяжении веков. Сегодня дизайнер представляет на подиуме современный взгляд на исторический костюм, в частности, на одежду из романа «Орландо». Кюри включает в линейку на осень жакет во всех его вариациях, от сюртука и дублета до фрака, бархатное пальто с необработанными краями и шорты из тафты, блузки из органзы и укороченные для большей динамики ажурные платья с кринолином. Необычно смотрится одежда из денима, покрытая рисунком по ткани в духе узоров викторианской эпохи. А тенденция на меховые изделия подана дизайнером в виде пушистой фактуры под овчину и в качестве отделки верхней одежды мехом горностая. Сейчас искусственным, конечно. Когда-то им украшали мантии королевских особ. Отдельно отмечу, наряды сопровождают немало съемных деталей, как воротник фреза, жабо, либо корсет. Все образы – это не строгая аксиома, а модульные конструкции, что подтверждает желание модельера подтолкнуть нас к модной импровизации. Взять для примера хотя бы корсет. Его удачно дополнили молнией, чтобы не заморачиваться со шнуровкой. Довольно харизматичный аксессуар внешне преобразит любой аутфит, выполнит роль стильного топа или широкого пояса. Отлично комбинируется с белой рубашкой, одной из ключевых вещей в гардеробе Dior. Этот микротренд с подиума наверняка подхватят в повседневной моде. Особенно эффектно и царственно рубашка с широкими манжетами будет смотреться с пальто-кепом или жакетом. Есть еще несколько интересных деталей. Например, сапоги с облегающим ногу голенищем и оригинальным вырезом на мыске, а также легендарные футболки с надписью «Я обожаю Dior», дизайн которых в свое время представил Джон Гальяно. Захочется ли нам все это носить? Вопрос пока остается открытым. Свое мнение, друзья, вы всегда сможете озвучить в комментариях к видео. Приятного вам просмотра, от души спасибо за поставленный лайк и подписку на мой канал. Всем красоты, позитива, добра и даже в пасмурный день только яркого солнечного настроения.